DM7 свечи — это по-настоящему игровая мышь, которая весит всего лишь 65 грамм на сенсоре Pixar 3370, еще и со сменными свечами, то есть которые кнопочки, да, давайте я так подвину ноутбук, чтобы было немного удобнее меня видеть. Вообще я вам скажу так, игровой ноут есть, а мышка моя X7 сдохла, а на Asus у меня на дорогой денег нету. Так вот это вот стоит мышь достаточно нормальных денег. Я плюс еще, знаете, что докупил? С ней продаются, сейчас я вам сразу покажу, с ней продаются вот такие вот сменные свечи. У меня вот есть целый пакет этих сменных свечей. И это у меня здесь, сейчас я вам покажу какой. Кайл на 80 миллионов нажатий, есть Хуано на 20 миллионов. Сейчас посмотрим. Амрон на 50 миллионов и Амрон на 20 миллионов. Ну, дальше я вам на сайте покажу. Назаказывал все. Было интересно. Мышь проводная, сразу говорю, проводная. И, честно вам скажу, очень-очень крутая. Конечно, на проходочках все заметите. При этом ее не нужно разбирать особо. То есть раскручивать для того, чтобы сменить свечи. Свечи все сменное, все сменное. Я не остановился на этом. Я, знаете, что еще купил? Я еще купил себе, наконец-то, моя мечта Dream Machines коврик DM-Pad XL. Именно XL. Ну, я сам по себе не маленького размера, знаете. Ну, дайте мне ножичек какой-нибудь, потому что я что-то... Так, тут надо подвскрыть. Я его еще не распаковывал. Если мышку я вскрывал, уже так чуть подключал, тестил, интересно было, то вот эту штуку я еще не вскрывал. Сейчас вам покажу, что за коврик. Коврики от Dream Machines — это отдельный вид искусства. Ну, давай сюда кинем. Та-дам! Вы вот это видели? Это мне и под клавиатуру, и под мышь. Это просто сумасшедший коврик. Я вам серьезно говорю, это прям рабочая поверхность на игровой стол. Но мы об этом коврике поговорим немножко позже. Ну, хочу отметить то, что он прорезиненный. Сейчас мы поближе это все дело посмотрим. Коврик возьмите, пожалуйста. Начнем все это дело с сайта производителя. Вообще, знаете как, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные обзоры. Ну а все это дело, вот эта игровая мышь DM7 Switch на канале Технозон. Поехали! Мы на фирменном сайте производителя. Вообще вам накидал в описании под видео ссылки на проверенных продавцов. Смотрите, какой красивый сайт. И тут у нас очень интересно. Выберите идеальные переключатели для вашего стиля, добавьте дополнительные переключатели в корзину. А знаете, что за переключатели? Дело в том, что это... Мышка позволяет вот менять эти самые свечи, эти переключатели на аналогичные. Дальше посмотрим, как она разбирается. Мне вот очень интересно. Просто капец. Я, честно, я никогда не сталкивался с такой мышью. Я играю как бы в некоторые игры, и прям хочется уже попробовать. Какие-то переключатели, ладно. Смотрите, есть дополнительные свечи. Kyle GM80, это срок службы 80 миллионов нажатий, сила нажатия клавиш средняя и чувствительность высокая. То есть они изначально законфигурированы на разные варианты. Guana Blue Shell, срок службы 20 миллионов нажатий, сила чувствительности клавиш высокая и чувствительность высокая. И Amron. Срок службы 20 на 50, ну, то есть есть и на 20 миллионов нажатий, есть на 50, сила нажатия низкая, чувствительность низкая. Срок службы 20 миллионов нажатий, можно выбрать срок службы 50 миллионов. И тут оно, знаете, как возьмите под контроль действия, не позволяйте другим диктовать правила, выберите игровую мышь DM7 Switch и покажите им, кто здесь настоящий лидер. Ладно. Сейчас выясним, кто тут лидер. Легко заменяемые переключатели. Надо смотреть, как ее разбирать. То есть вы просто, да, где-то под какой-то тип игры открыли, поставили. Теперь, Kyle. С этим переключателем ваша мышь никогда не разочарует вас, особенно в моменты экстремальных действий. Срок службы этих переключателей до 80 миллионов нажатий. Есть Хуано, есть Амрон, есть Kyle. А ну тихо. Амрон. Эти переключатели гарантия высочайшего качества изготовления материалов. Они обеспечивают до 20 миллионов кликов. И есть Хуано. Эти переключатели отличаются долгим сроком службы,
То есть это разные переключатели, абсолютно разные. Есть сенсор Pixar 3370. Когда на счету каждая победа, нужно быть на 100% уверенными в своем устройстве. Вот почему DM7 Switch оснащен датчиком Pixar 3370. Вообще очень прикольный. Тут низкий лот у него. И посмотрим по DPI, что они заявляются. Потому что они заявляются по DPI 400, 800, 1600, 3200, 5000 и 19000 DPI. Максимальная скорость 7 метров в секунду. 1000 Гц у нас. Опрос получается с сенсором. Ну, сенсором мы уже смотрели. USB позолоченный. А где он здесь позолоченный USB? Не вижу позолоченного USB. А, все, увидел контакты. Хотя, ну честно, в цифре это... Так, дальше. Изначально у нас стоит Kyle GM на 80 миллионов нажатий. Боковые кнопки на 3 миллиона нажатий. И колесико Huano у нас стоит. Тоже, кстати, с нажимной. Матовая черная, лого у нас подсветка есть. Хорошо. Давайте по коврику посмотрим, что у нас там. Коврик создан для игр. Это вот самое DM-Pad, это DM-Pad XL. Как они заявляют, они в течение нескольких месяцев общались с экспертами игрового мира, выясняя самые важные для игроков параметры коврика для мыши. После 1000 часов работы и множества прототипов мы создали DM-Pad. В описании указано, что то, что он подходит как для сенсорных, так и для оптических мышек. Специальный антискользящий слой. Ладно, короче, это, кстати, очень классная тема. Мы знаем, насколько важно. Короче, коврик обалденный, толщиной 3 мм, многослойная поверхность, покрытие высочайшего качества. А еще он, кстати, водонепроницаемый, и снизу у него прорезиненный, подложка прорезиненная. Идеальная толщина в 3 мм. Короче, купил я его. Вообще ссылки я вам покидал в описании под видео. И вот XL у нас, знаете сколько это? Вот 450 на 800 на 3 мм. Очень классная тема. Прошитые и лазерные оптические сенсоры поддерживают. В общем, честно говоря, тут больше нам читать нечего. Все это мы поняли. А давайте мы подключим и немножечко потестируем. Леночка, а ну иди-ка сюда. Нам нужна инструкция. Сейчас будем пытаться ее разобрать. Так, теперь по самой мышке. Смотрите, сама по себе мышь, все очень близко. Для того, чтобы разобрать, необходимо нажать вот эту штуку, и у нас вот так вот кнопочка смещается, и все достается. Очень классный дизайн, очень классная конструкция. Все обратно поставилось, все нажимается. Снизу есть кнопка переключения DPI. Что вот это у нас? Я, кстати, все пытался понять, что вот это у нас за кнопка. Вот, кстати, друзья мои, из Dream Machines, а что вообще с инструкцией? Что с инструкцией? И у меня инструкции другой, кроме вот этой бумажки, нет. Да ладно, посмотрим потом, что она у нас делает. Теперь боковые кнопки. Есть две боковых кнопочки. И есть, конечно же, колесико Huano с нажатием. По громкости, сейчас... Ну, практически не слышно, нормально. Теперь по свечам. У нас есть, видите, вот такой вот на 20 миллионов. Есть на 50. Их, конечно же, по 2, для того, чтобы мы могли их заменять, их сразу 2. Есть Huano на 20 миллионов. Давайте попробуем. Слушайте, знаете, чего хочу? Сначала даже не свечи. Смотрите, какой кабель у нас для начала. Как он соединяется. Во-первых, плетеночка, мягенький. Вот там внутри позолота. То есть... такой, достаточно интересно. Мне интересна подсветка этого всего действия. Есть подсветка. О, DM7, как всегда, радует. А это переключение... Что это вообще за переключатель? Ладно, потом установим. Вообще было раньше приложение. Попробуем. Сейчас попробуем заменить какой-нибудь свич, а потом подключим, будем DPI пробовать с вами. Давайте. Вытаскиваем. Для того, чтобы заменить свич, нужно вот так вот нажать. И все, и свич у вас вылезло посадочное место со свичом. Достали свич. Слушайте, все настолько просто делается. Достали какой-то другой свич. Вставили. Что вообще топ. Вставили. Поставили обратно. Смотрите, там контактная группа. Поставили обратно и защелкнули. Все. Все, вся замена. Да ладно, слушайте. Вот это вся замена у нас. А ну, вот эту сейчас попробуем.
Вообще топ. Слушайте, вообще, ну, это очень прикольно. Мне прямо очень нравится. Достали, поставили вот такой вот свечок. Конечно, тут надо аккуратно с этими пластиковыми деталями, потому что если вы ее потеряли, то это уже будет, конечно, ваша проблема, а не компании Dream Machines. Оп, все, вставили. Вставляем обратно кнопку. Клацают, главное эти сложим. Так, слушайте, норм. Это у нас Хуано на 20 миллиметров. Короче, подходят, отлично. А теперь я хочу коврик рассмотреть. Тащи коврик. Коврик тащи. Так, а вот теперь коврик. Смотрим. Это низ. Вот такое вот прорезиненное покрытие. 0,3 мм всего лишь толщиной прошитая сторона. Он у нас водоотталкивающий и антискользящий. То есть он не ездит практически. То есть что я стол сейчас расшатываю, да? А ну, покажи ноутбуке. Смотрите. То есть я сейчас расшатываю стол, коврик двигаю. Коврик сидит как влитой. Хорошо, за это плюс. Сейчас мы будем расстилать ковер. Все, убираем эту штуку. Вообще, по-хорошему, ковер нужно, чтобы отлежался. Теперь пробуем мы сейчас с ним поработать. А поработать... Ой, блин, какая она мягкая, слушайте. Я вообще по этому коврику, это просто нечто. И начнем, конечно же, с того, что на данную мышь есть свое приложение. При этом приложение очень-очень прикольное в том плане, что вы можете назначать кнопочки, во-первых. Ну, например, там средняя кнопка, вы можете делать либо макрос, либо переключение DPI, либо выбор файла с данными, либо частоту опроса. То есть это мышь топ сегмента в том плане, что мы здесь можем работать с различными файлами, данными. Мы можем назначать на каждую кнопку не только нажатие. То есть давайте я вам сейчас продиктую, что может быть там левая, правая кнопка, средняя, правая клавиша, прокрутить низ, двойной клик, тройной клик, смена режима. Представляете, тройной клик в стрельбе, допустим, в CSGO, да, там, или сейчас это Counter-Strike 2. То есть ты нажимаешь, она то есть будет стрелять именно тройной, да, там кнопка прицеливания, отключить ярлык, макросы, частота просто добавить, убрать, либо задать, Windows, кнопка и доп-функция, это сменить окно, закрыть окно, рабочий стол, заблокировать ПК, запустить диспетчер задач. Это, кстати, для тех, кто там работает, на работе играет, так чисто заходит шеф, ты такой, оп, на кнопочку нажал, у тебя раз, сменилось окошечко, все нормально. По производительности, тут тоже все очень интересно, вы можете задать DPI от 400 до 19 тысяч. Здесь настройка DPI у нас есть и переключение различных режимов. 400, 800, 1600, 3200, 5019. Наша задача будет проверить соответствие. Можете менять частоту опроса от 125 Гц до 1000 Гц. Скорость мыши задавать, скорость прокрутки и скорость двойного клика. Есть у нас Lift Off Distance, он достаточно низкий здесь. И есть у нас управление подсветочкой. Подсветку можно сделать постоянную с выбором цвета какого-нибудь. Ну, вам сейчас еще покажем все в проходочках, видите, как это все дело у нас работает. Есть у нас дыхание, где оно там будет такое меняться. Ой, как прикольно, слушайте. Красиво. И есть у нас неон, который тоже меняется, тоже красиво. При этом можно задать еще и скорость этого всей смены. Да, вот это уже симпатично. Ну и само собой макросы. А вот макросы это мое любимое, потому что я люблю нечестно играть. И здесь уже можно, конечно, поиздеваться. Например, можно начать запись, можно там, ну, грубо говоря, взяли, те, кто знает, что такое макросы, там начать запись. Выбрали профиль и там задали, давайте начать запись. И вот мы задали какие-то там моменты по кнопкам. Ну, например, мне надо там в Counter-Strike сделать, чтобы был выстрел с прицеливанием, да, один там, то есть, грубо говоря, это будет кнопка прицеливания, выстрел и кнопка назад. То есть, это вот таким вот образом можно делать. Все это делается с помощью макросов. Я сейчас остановлю, вы можете этот макрос записать, вы можете выбрать, на что записывать. Можете вставлять это мануально, при этом выставлять частоту цикла и задержку.
Это просто обалденная штука. Я удаляю макросы. Макросы есть, макросы все поддерживается. Сейчас мы через DPI тестер возьмем линеечку и поиграемся с DPI, попроверяем. У нас здесь 30 сантиметров есть. Не знаете, как проверяется, нет? Я вам сейчас расскажу. Задаем. Так, у нас сейчас конфигурированы DPI. Я до сих пор не понимаю, что это за кнопка, блин. Ой-ой-ой, я что-то там нажал, там какой-то DPI сумасшедший, 19 тысяч, что ли? Ну, давайте сейчас проверим. 19 тысяч. И дистанция у нас 30 сантиметров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И теперь берем, мы должны выставить на начало линейки, захватить курсор и провести до... Ой, что я 30 сантиметров выбрал. Ой-ой-ой-ой-ой. Как этим нафиг управлять, это вообще просто жесть. Ай-яй-яй. Как проверить 19 тысяч DPI? То, что они здесь есть, я уже понимаю. Давайте хотя бы 1 сантиметр с ним продвигаемся. Твою мать. Блин, я даже не могу это померить. Я не могу это померить на 19 тысяч DPI. Это невозможно. Блин, это просто жесть. Он пишет out of range. Ну, давайте попробуем 400 DPI. А ну, что там бегает? Фу, ты шо, это просто жесть. Давайте 10 сантиметров и 400 DPI конфигурирован. То, что там 400 есть, это вот однозначно я могу сказать, ой, 400, что там 19 тысяч есть, я могу однозначно сказать, что так и есть. Сколько мы там сантиметров? 10 задали, да? На 10 сантиметров продвинемся. 400 DPI. Есть. Есть. Хорошо. Давайте попробуем. А ну, на синем. Какой это у нас DPI сейчас на синем? На синем это 1600 DPI. 1600. Ладно, попробуем сейчас. Давай 2 попробуем. 1600 есть. Ладно. Я не знаю, как попробовать 800. И это сколько у нас, что я сейчас включил. Это сейчас 3200. Не, давайте уже замахнемся на 5000 DPI. Этим, правда, пользоваться невозможно. 5500. Да не, это нереально с помощью такого тестера протестить. Ну ладно, то, что мы максимально могли 1600 протестировать, это факт. А то, что здесь DPI переключаются и все нормально работает, это тоже факт. Так, надо включить что-то такое. О, отлично. Слушайте, я сейчас попробую, конечно, в игрушки поиграть. Коврик вообще зачет. По нему так приятно водить. А не, это сильно у нас. Ай. Это мало. Вот мне надо, знаете как, 1600 DPI. Во, отлично, на Full HD экран. Конечно же, сейчас попробую сыграть в какую-нибудь игру. Слушайте, ну начал играть, я вообще в восторге. Смотрите, как светится, вы видели? Эту подсветочку. Играть начал, я прям в восторге. То есть наводиться, особенно вот я играю в Horizon, и здесь очень важно тонкое наведение. Давайте кому-то в башку выстрелим. Потому что здесь, в самом по себе Horizon, выцелить что-то далеко и нормально прицеливаться на плохой мышке невозможно. То есть поэтому, а ну сейчас мы DPI попробуем переключить. Слушайте, вообще шикарно. Четко вообще. Ну, это сильно высокий DPI, но вы можете это на ходу делать. Это низкий DPI. Это вот 800. Да, вообще топчик. Я прям в восторге от мышки. Очень мягкое передвижение. Вообще, во время ее эксплуатации могу сказать, что у меня не возникало. Я делал обзор когда-то на Dream Machines, на 5-ю, и у меня во время ее эксплуатации вообще не было фантомных никаких движений. То есть этим вот, в принципе, отличается. Во-первых, здесь вот этот вот датчик. А ну давайте сейчас мы не хочу. Мне надо сейчас тебя просканировать, а потом уже... Сейчас мы... Yes! Видели? Вот так вот сейчас DPI переключили. А ну иди сюда. Здравствуйте. На. Сейчас. На! Видели, как надо? Вот так вот играют настоящие игроки. Да, действительно, мышка хороша. Мне действительно она понравилась. А что мне? Нету
На. Да, для выцеливания очень хороша мышь. Очень быстрая реакция, очень плавная. Сразу видно, что DPI честные, потому что не рывковое передвижение. У меня здесь 360 Гц экран с очень минимальным откликом в 3 миллисекунды. И именно его, если соединять с хорошей игровой мышью, то ты действительно получаешь максимальное удовольствие от игры. Я не знаю, кто не играл в Horizon, советую. Ребят, ну могу сказать, что мышь мне не то что понравилась, а я действительно в восторге. Очень хорошая игровая мышь с хорошим качеством исполнения, с вот этими сменными свечами, которые действительно очень-очень классно дают нам возможность отрегулировать, как и силу нажатия, вернее, вы можете выбрать тот, который подходит вам, у которого отклик, у них разный отклик, у них разная сила нажатия, и вы можете себе подобрать, при том, что стоимость этого всего действительно невелика. Вы можете это все увидеть в описании под видео, пойти по ссылкам. Я ее конкретно рекомендую. И с вами был Bubble и вот этот вот DM7 Switch на канале Технозон. Пока.